Всем привет! Сегодня я расскажу новые упражнения по тренировке передних дельт. Сегодня мы начинаем новый плейлист по передним пучкам плечей. Будет несколько выпусков, не так много, как по ногам. И это счастливая новость для наших комнатных атлетов, которые не любят тренировать ноги. Наконец-то ноги я отснял и буду теперь снимать руки, трапеции и много-много всего. Смотрите за плейлистами и набирайтесь новых знаний. Я, как всегда, подготовил себе список из той таблички, что я составлял, чтобы ничего не забыть, и по порядку рассказать вам все упражнения. Самое первое – это жим штанги в двух типах исполнения. Оба я сейчас покажу. Самый первый – это жим штанги армейский. Показывать его я буду передом к камере, но вообще он делается наоборот. То есть я буду становиться перед штангой. Для вас, чтобы вам было виднее, я буду штангу держать перед собой, перед камерой. Самое первое – это хват. Хват должен быть такой, чтобы кисть и локоть были на одной вертикальной линии. У меня, допустим, это вот так. У кого-то может быть уже. Но самое главное соблюдать эту вертикаль. Снимаем штангу. Перед тем, как начать сжать этот вес, мы должны подогнуть ноги. Потому что все мы ленивые, и по сути своей нам не хочется часто одевать пояса и заматываться перед каждым подходом. Поэтому есть классный лайфхак. Мы можем подгибать колени и таким образом снимать нагрузку с позвоночника. Жмем мы от верхней губы. Сейчас расскажу почему. Жмем от верхней губы в самый верх. И ставим. Чтобы вы не запутались, это я только показывал на камеру. В идеале это должно быть вот так. Есть еще одна интересная особенность. Когда закончили жим, вам нужно поставить штангу. И частая проблема у всех – это смотреть, куда вы ставите. То есть вы ставите один конец, потом второй. И вот этот момент, когда у вас штанга будет большого веса, и вы поворачиваете голову при нагрузке, вы можете защемить шею. Поэтому здесь на стойке, на любой стойке, которую вы можете найти, есть крючки на разной высоте. И даже если вы промахнулись, вы всегда можете ее поставить вот так. Но при этом самое главное не смотреть, куда вы ставите штангу, чтобы не защемить шею. Поэтому мы подходим после подхода, пожали, подходим. Раз, два. Если не дотягиваетесь, я сейчас на носочке становился, вы можете на нижнее поставить. Ниже рост, еще ниже и так далее. Почему жим делается от верхней губы? В культуризме отбив от груди не делают в основном. Поэтому мы жмем от верхней губы так, чтобы амплитуда движения задевала только передний пучок дельты. Если же я буду опускать до груди, вот до сюда, до верха, отбивать от груди, либо касаться, это силовой стиль жима армейского. Такой стиль делают пауэрлифтеры, тяжелоатлеты и прочие, нам всем известные силовые виды спорта. В бодибилдинге такой отбив не делается. Следующий тип выполнения упражнения – это жим на переднюю дельту в станке Смита. Допустим, в армейском жиме вам тяжело удерживать баланс, руки ходят туда-сюда. Или у вас больная спина и вам неудобно держать в поясе или без пояса с согнутыми коленками немножко вес. И вам нужно зафиксировать себя и сделать максимальную изоляцию переднего пучка. Как пожать? В Смите. Все то же самое. Хват у нас такой, чтобы рука была вертикально ровная, кисть и локоть. Жмем, поворачиваем фиксаторы и от верхней губы жмем вверх. Есть такие люди, у кого затылок очень большой. Им неудобно делать вот в такой позиции, как я. Допустим, у меня стена подпирает лавку. И можно развернуть лавку наоборот и просто поворачивать крюки вперед.
Одна фишка есть, которую очень часто забывают. Это позиция кистей. Обратили внимание, да, когда я беру штангу, я беру ее немного сверху. Кисти у меня вот стоят вот так. И когда я выжимаю, я поворачиваю, и кисть, и предплечье у меня в одну линию. Соответственно, у меня не болят кисти. Если же вы, как и большинство занимающихся в крупных сетевых залах, будете начинать движение с того, что вы берете штангу уже прямыми руками, вы ее, когда повернете, у вас кисти будут стоять вот таким образом. Будет у вас 100 килограммов, вот в такой позиции вам будет очень больно в запястьях. И вы не сможете выжать тот вес, который могли бы сделать качественно. Обращайте на эти мелочи внимание. И смотрите мои выпуски вместе с плейлистами. Там все по полкам. Подписывайтесь. Будем ждать новых встреч.